вопросов, что делать с Ираном. Это все понятно. Враги забыли, не будем же мы у них шахеды покупать. А вот и с Израилем надо делать так же. Роман Светан – самый настоящий мерзкий антисемитюга. Здравствуйте. Вы знаете, в такой ситуации, как сегодня находится наша страна, мне кажется, мы должны искать по всему миру союзников, за исключением стран, где правят тоталитарные ублюдки. Названия всех этих стран вы точно знаете. В то же время наши люди очень любят слушать экспертов, а если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно. Речь идет о телевизоре. Если какой-то человек, эксперт, появляется в телевизоре и набирает потом в Ютубе миллионы просмотров, значит это кому-то нужно. Вы спросите, как это связано, а я расскажу вам. Есть такой ныне очень любимый эксперт Роман Светан, военный эксперт, я имею в виду. И вот он давал в очередной раз свою великую экспертную оценку. И уже в конце эфира посмел ляпнуть следующее. Послушайте, пожалуйста. Для нас они пока государство, которое с последнее время создает больше проблем, чем помогает их решить. 2014 год никто не забудет. В 2014 году израильтяне не голосовали за резолюцию ООН по Крыму, по оккупации России Крыму. Причем придумали, как всегда, отмазку, не успели. Скорее всего, бились с таксистом за сдачу. И вот не успели на заседание группы. Потому есть большие проблемы к Израилю. Потому чем быстрее они определятся, к умным или красивым, тем будет лучше. Но зная историю Израиля, я думаю, они в таком положении будут пытаться зависнуть. Потому для нас надо ставить крест, я так думаю, ставить крест на этой стране, как на Иране, как на и России, Китае и Беларуси. И Северной Кореи. Эта страна для нас больше геморроя с ними связываться, чем каких-то положительных моментов. Это если из реалий. Когда уже вопрос ставишь вот так ребром, отбрасываешь, забываешь за них и решаешь какие-то проблемы, свои вопросы решаешь по-другому. Просто выкинул. У нас же нет вопросов, что делать с Ираном. Это все понятно. Враги забыли, не будем же мы у них шахеды покупать. А вот и с Израилем надо делать так же. Это оптимальный вариант. Причем самое интересное, даже для Израиля это оптимальный вариант, когда мы в конце концов скажем им: до свидания, ребята, разбирайтесь там сами, не втягивайте нас в свои дела, мы вас как врагов воспринимаем, и будьте там с кем, вернее, и с умными, и с красивыми, будьте, только за нас забудьте. Это будет оптимальный вариант по Израилю. Знаете, мне сначала это рассказали на словах, потом, спасибо подписчику, сбросили видео. Я в шоке. Я ожидал всего, кроме такого. Но давайте разбираться по справедливости и по порядку. Вы можете зайти в Google, каждый из вас, и проверить, как Украина голосовала на заседаниях ООН в вопросах, важных для Израиля. Мы всегда голосовали против интересов Израиля, хотя голосовать так не было никаких предпосылок. И если мы друзья, а я считаю, Украина должна быть первым партнером США и Израиля просто в обязательном порядке, то мы не можем себя так вести. Теперь пришла война. Про Израиль я вам всегда на стримах очень часто рассказывал, почему многим кажется, что Израиль там не наш партнер, что Израиль за Россию, Израиль не помогает Украине. Это очень тонкий случай. Если вам это будет надо, напишите в комментариях, я сниму отдельное видео. Сейчас просто не об этом. Но Светан уже наехал, он уже требует. Откуда берется этот тон, как я думаю? Здесь только два варианта. Первый вариант, ему сказали вот так вот выступить. Второй вариант, он наслушался дерзостей Подоляка и Зеленского в отношении стран-партнеров и подумал, что он уже может тоже себя так вести. Я считаю, это неправильно. Позиция, когда нам должен весь мир, это позиция ущербная, и это нужно вот здесь прежде всего менять. Израиль крошечная страна, которая оказалась в войне с первых дней своего существования и построила великолепную страну, в частности шикарный военно-промышленный комплекс. На сегодняшний день, это я когда тоже первый раз прочитал, был в шоке. 200 танков Меркава покупает неназванная европейская страна. По слухам, это будет Кипр. Кто мешал так развиваться в Украине? Кто мешал так развиваться нам? Госаппарат и наши неправильные с вами голосования все 32 года истории. Но я не буду отвлекаться от темы. Вот Светан.
Он понимает, что это услышат в Израиле. После такого, вы думаете, нам будут помогать? Так он не просто выступил против Израиля, там как-то повозмущался, что они помогают. Боже, такое бы все пропустили мимо ушей. Он поставил Израиль в один ряд с Ираном и другими тоталитарными, вообще-то как Иран это террористическая страна, страна-террорист. То есть у этого человека абсолютно пустая, дурная голова, он сошел с ума, и если бы в Украине хоть что-то, хоть какой-то миллиметр крохи играла роль репутация, его бы уже не было никогда, ни на каком эфире, и сами люди бы его уже захейтили, и в Ютубе у него уже не было бы успеха. Но полнейшая тишина. Офис президента должен был выступить по этому поводу, тоже тишина. Я вас уверяю, если бы это случилось в стране какой-то цивилизованной, ему были бы кранты. Но в Украине можно все. Дальше он наехал на Трампа, вот короткий отрывок, посмотрите. Пане Романе, є Дональд Трамп, екс-президент, колишній президент Сполучених Штатів. Він висловився про Україну і війну проти Росії. Чому ми його згадуємо? Тому що потенційно він є майбутній теж. Він кандидат і має хорошу підтримку в Штатах і може стати президентом Сполучених Штатів Америки. Що він сказав наступне? Що Україні, можливо, доведеться віддати частину територій, аби зупинити війну з Росією. І також він сказав, що Путін і Росія трішки ослабла після заколоту вагнерівців. Да, очень хорошо. Я даже поддерживаю. Украине надо точно отдать России часть американской территории. Трамп же не сказал, какой территории, Аляску. Абсолютно понятно, что он не смотрел интервью Трампа, что он не читал первоисточник интервью Трампа. Он повелся на слова журналиста, который все перевернул вот так вот. Никогда Трамп не говорил отдавать конкретно какие-то территории. Трамп говорил, что будет, возможно, территориальный компромисс. Никакой конкретики не было. А если бы речь шла об этом, то наверняка, я вас просто уверяю, в контраргументах было бы, допустим, вхождение в НАТО, еще что-то, еще что-то. И я не хочу это особо пропагандировать, но все равно этим все закончится. Но Светан уже и Трампа мочит. А теперь давайте я вам зачитаю биографию Светана. Она очень короткая, это буквально 1 минута. Роман Светан, 59 лет. Навесні 2014 року в Донецьку сепаратисти разом із бандою Монгола затримали Светана. Йому вони представилися військовослужбовцями. Светана відбила інша група сепаратистів за наказом командира Горлівського загону Безлера для обміну полонених. Значит, он был реально в плену, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути, это, я думаю, уже тоже, да, о многом говорит в негативном контексте. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну став одним з провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа. Кандидат у народні депутати 2014 року не обраний, автор ідеї про моральну компенсацію кожному українцю. Давайте так, выносим за скобки то, что он был в плену и служба на благо Родины. Здесь нет вопросов, за такое только благодарность. Но на этом, по-моему, все хорошее заканчивается. И знаете что? Для меня всегда это как-то вот не очень, когда человеку 59 лет, а его биография начинается с АТО. Что было до АТО? Как-то вроде бы ничего не было. Это я говорю для многих любителей считать, что вся Верховная Рада и вообще вся власть должна состоять теперь из военных. Классный военный – это вот так. Но это в 99% случаев не имеет ничего общего с качественным государственным управлением, к настоящим реформам. Это другая компетенция. Вот такие вот дела. Никого вам это не напоминает? Напоминает очень Жданова, который тоже пытался там попасть, по-моему, в Киевский областной горсовет, если не ошибаюсь, пролетел как фанера над Парижем. Тоже была тишина. Потом поперся этот прапорщик Дубко, я уже рассказывал, тоже в эксперты. Начиналось все просто с откровенно мимо кассы. Это же он прогнозировал, что не будет войны. Потом началась война, тоже миллионы просмотров. В телемарафоне, в прайм-тайм, все это понятно. Люди влюблены. На фоне югославской стенки лапшу снимали. Сейчас он спустился просто в откровенную чушь, в теории заговора, повторяя русскую пропаганду про Залужного в том числе. Ну его же так потихоньку люди разоблачили. Это ж почему Светан вылез. Сначала я же говорю, на авансцене был Жданов. Топ. Подвинули, потому что обосрался. Теперь Светан номер 1. А теперь я боюсь другого, что Светан выполняет функции Алексея Арестовича. Это то, почему я подозреваю, что ему это сказали озвучить в этом эфире. И если все окажется именно так, а я расцениваю, если офис президента и там, другое высокое руководство Украины не дают этому публичную оценку, а главное осуждение, то другого просто ответа у меня нет. Вот такие вот дела, друзья.
Поэтому, когда вы слушаете экспертов, я как-то отдельное видео даже выпускал, эксперты ничего не знают. Все эксперты рассказывали, что не будет войны, она случилась. Вот такие вот эксперты. Эксперт в Украине – это всегда тот человек, который не имеет, как сказать, реальной практики, который сугубо теоретик, в лучшем случае может красиво чирикать. На этом все заканчивается. Я еще раз вам могу подсказать, своим постоянным зрителям на стримах я подсказываю это давно. Если хотите знать реальную обстановку на фронте, читайте Американский институт военного дела, читайте британскую разведку. Еще, вот недавно могу вам порекомендовать для реальности понимания, для объективности президента Чехии. Он тоже говорит правду. И в принципе читайте инсайды из западной прессы. Там Подоляк рассказывает, что все это неправда, все не так, но поверьте мне, просто так там ничего не печатается. Это, конечно, если вы хотите знать правду. Если вы дальше хотите быть одурманены контрпропагандой в розовых очках, ваше право. Но одно но. Вы, не имея объективной информации, будете планировать свое будущее, свою жизнь тоже неправильно. И получится так, что вот эта вот контрпропаганда отразится лично на вашей жизни негативно. Может быть, даже вы из этого будете в опасности. А я хочу, чтобы вы были в безопасности. Подытоживая, это был самый настоящий акт антисемитизма. Когда Светан говорил эти слова, у него глаза горели, в нем просто-напросто проявился латентный антисемит. Наконец-то он теперь вскрылся. Роман Светан самый настоящий мерзкий антисемитюга. И теперь можем считать, что отношения с Израилем разрушены. Вместо того, чтобы быть партнерами, сотрудничать и как взрослые люди понимать особую ситуацию Израиля и почему он не может делать всего того, чего бы нам хотелось, мы повели себя, как обычные жлобы в этой ситуации, к большому моему сожалению. И я еще раз говорю и призываю вас, прежде чем требовать все от всего мира, нужно сначала задать вопрос, а что мы сделали внутри своей страны и что мы дали миру. Мы ничего не сделали, мы ничего не дали миру, кроме коррупционеров, которые вывозят отсюда деньги и сейчас тусуются в Монако. Такие вот дела. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Мне будет интересно почитать. И если вы хотите быть в курсе вот таких вот вещей и правильно это трактовать, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Это очень важно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.